Девочка вот у меня вся в волосиках теперь. Зачем ты это сделал? Ладно, что я могу сказать? Я здесь, чтобы сделать бук Nook. Я уже очень долго хочу его сделать, но у меня все не было идей для него, поэтому я просто отложила его в долгий ящик и забыла. Но недавно я посмотрела Гарри Поттера впервые в жизни. Мне безумно понравилось, а что больше всего, так это косая аллея, которая просто прекрасно подходит для букнука, как мне кажется. Поэтому я решила, что просто обязана его сделать прямо сейчас, потому что это... Ну, вы поняли. Так что давайте посмотрим, что из этого выйдет, и поехали. Ставь лайк этому видео. Что понадобится из материалов? Пенопласт, да побольше. Хороший настрой, потому что все должно получиться просто прекрасно, великолепно, вообще замечательно. Я наконец-то могу испробовать свой новый терморежущий станок, который я покупала специально для пенопласта, но не использовала, потому что не было смысла и времени. Всего такого. Вот он. Вот он. Прости, малышка. Вот. Работаем. Я прям в предвкушении этого всего. Если кто не знает, что это такое, это просто такая махина, как видите. Сюда кладешь пенопласт, здесь леска, которая нагревается до определенной температуры. Ее можно отрегулировать этими рычагами. Получается ровный срез, который сложнее получить ножом. Конечно, можно, но я не хочу с этим париться, поэтому я буду использовать его. Картонная коробка, которую сделала перед видео, она никакой основы в каркасе выполнять не будет, просто будет держать наши блоки, которые мы сейчас вырежем, чтобы они не разваливались. И можно по ней примеряться в размерах, то есть ничего больше она выполнять не будет. Просто для удобства, для помощи. Все, начинаем. Ну, вот, замечательно. Значит... Почему от нее дымочек идет? Так должно. И я хочу сделать небольшое искривление улицы, чтобы казалось, что она не прямо идет, а чуть-чуть изогнута. Вот, так что сейчас придумаем. В общем-то, пока я собирала все детали вместе, я их немного подвигала и поняла, что хочу чуточку изменить композицию, чтобы сделать ее более сложной. Поэтому вот что я хочу сделать. Левая сторона и лестница остаются такими же, а вот за ними я хочу поставить небольшие зеркала, которые будут создавать иллюзию продолжения переулка. И выглядеть это будет примерно так. Левая сторона, там зеркала, и швы я буду закрывать вот этой арочкой, которая все прекрасненько уберет. Банк, условный такой банк, я его еще буду прорабатывать. Он в самом конце лестницы, он обязательно должен быть под наклоном, чтобы поддерживать вот это ощущение косой аллеи. В прямом смысле. Здание правое вдоль банка тоже немножко под наклоном, как и сам банк, поэтому я сделала небольшие подпорочки, которые будут все это поддерживать. И я не хочу использовать только эту длину каркаса, поэтому сделаю еще одну стену, которая будет чуть-чуть под углом, и поэтому она будет заужать букнук зрительно. Вот, выглядит уже очень прикольно. Так что поехали дальше.
самая ровная деталь, которая у меня получилась. Все приходит с опытом. Дорожка из камушков к лестнице. Лестница. И я немного выжгла окна. Точнее, много. И похоже пока на пожар, но потом тут будут комнаты, так что смотрите дальше. Я решила сделать стены букнука из целиковых уже кусков, потому что они будут кирпичные, и если их собирать из маленьких камушков, то это будет очень долго. И относительно размеров работы они будут вот такие малюсенькие, но это крохотулечки совсем. А я экономлю свое время, так что... Ну что, мы собрали 2 детали, и теперь, я думаю, их надо подсветить гирляндой, чтобы было лучше видно все мелочи.